Снова здравствуйте, всем привет! И сегодня речь пойдет у нас о теплоизоляции в строительстве, ну а может быть и в каких-то других отраслях. И речь пойдет о микросфере или перлите. Так как у меня нету под рукой перлита, я буду говорить о микросфере. В принципе, по техническим характеристикам микросфера и перлит они одинаковые. Разница только в технологии его получения и в зернистости. Но в начале нашего разговора мы начнем маленький эксперимент. Мы протестируем две плиты. Одна из микросферы, другая из песка. Я заранее приготовил кусок штукатурки из песка. Это обыкновенно цементно-песочная штукатурка. И кусок штукатурки из микросферы. Здесь 4 части микросферы, 1 часть цемента. Я вот их сейчас поставил на огонь. Сейчас я поставлю лед. И в процессе нашей беседы огонь будет гореть. Посмотрим, как ведет себя штукатурка в этом случае. Пожалуйста. Ну вот, возьмем микросферу. Это такой песочек. Пожалуйста. Вот он, такой песочек. Получается он при сгорании каменного угля. Там микрочастицы, микрогранулы, внутри которых образуется при сгорании вакуум. Весит всего вот этот объем в пол-литре. Весит всего у нас сейчас всего 220 грамм. Для сравнения, песок обыкновенный в этом же объеме весит у нас 770 грамм. То есть, грубо говоря, в 3,5 раза тяжелее. Чем удобна микросфера? В том, что при отделке зданий очень часто нужно выровнять стены, а потом вы занимаетесь теплоизоляцией. Но если вы сделаете теплую штукатурку, вы убиваете как бы сразу 2 зайца. То есть вы и выравниваете стены, и утепляете. Ну, на рынке строительных утеплителей есть что? Есть пенопласт, есть базальт, каменная вата. При их применении вам нужно сначала сделать черновую штукатурку, потому что по правилам на голый кирпич пенопласт не ложится. То же самое и с базальтовыми плитами, и с минеральной каменной ватой то же самое. Вам нужно сделать черновую штукатурку, уложить пенопласт. Поверх пенопласта вы натягиваете армирующую сетку, а потом вы эту сетку отштукатуриваете заново. То есть ваше утепление происходит или отделка в 3 этапа. С базальтовой плитой, в принципе, то же самое. Но пенопласт очень горючий материал, и при горении он выделяет вредные вещества. В этом случае вы внутри утеплять не можете, потому что он вреден. Также говорят, что он при комнатной температуре выделяет тоже какие-то формальдегиды, скажем так. С минеральной ватой то же самое. Там отделка у вас выходит в несколько этапов. А при отделке теплой штукатуркой вы все эти 3 этапа сводите в один.
То есть вы экономите время, вы экономите деньги. Ну, хотя вопрос денег это вопрос относительный, так как в каждом регионе цена на этот материал, на перлит или микросферу разный, как вы найдете. Также со строителями, как вы договоритесь. Например, мои одни знакомые недавно отштукатурили весь свой дом перлитовой штукатуркой, слоем в 3 или в 4 сантиметра, где как. И квадрат им обошелся всего в 700 рублей. Это на 300 рублей оказалось дешевле, чем делали бы они эту же работу с пенопластом. Эффект такой же. Но это мои знакомые одни. А другим моим знакомым за эту же работу строители сказали 1200 рублей. Поэтому тут вопрос, скажем, относительный. Ну, что еще можно сказать? Также он подходит для отделки внутренних стен, так как он не горючий, он не горит, как вот видите, они не горят. Так как при высокой обработке температуры здесь все, что можно выделиться, уже выделилось. И он не горючий. Это большой плюс. И, скажем так, это природный материал, грубо говоря, экологически чистый. Что еще можно сказать? Ну, вес он легкий. Если вам нужны, его можно использовать в качестве наполнителя для гипсовых каких-то объемных фигур. В бетон можно добавлять. Также, если вы добавите микросферу в краску, и вы можете этим составом покрывать какие-то теплые или горячие поверхности, и он также дает положительный эффект. Что еще можно сказать? Этот материал можно было бы назвать инновационным, на основе нанотехнологий, но он известен давно. Еще в Советском Союзе данные плитки были использованы, ну, в другом, скажем, составе клея и клеющего вещества, были использованы для теплоизоляции первого советского корабля многоразового использования «Буран» в качестве теплоизоляции. Вот термоброня «Бурана» состояла из микросферы. Ну вот что у нас там сейчас получилось. Как видите, простая штукатурка, она уже вот плавится. А из микросферы она как стояла, так и стоит. Ну вот такая вот микросфера. Такой вот материал вот в разрезе. Прошло уже сколько там минут? 8 минут. Как видите, простая штукатурка, она уже нагрелась. Штукатурка из микросферы, она такая же. Здесь холодная и теплая. Сохраняет, плохо проводит тепло. В принципе, она оправдывает свое назначение. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, пишите свои комментарии. Всем пока.